Друзья, приветствую вас. Утренний обзор. Давайте рассмотрим, какие новости произошли, что ждать от российского рынка на открытие, куда пойдет доллар, нефть, золото, серебро, РТС и другие ключевые активы. И давайте мы начнем с того, что посмотрим календарь событий. Так, ну на сегодня из важных событий, важной статистики, это, конечно же, базовые заказы на товары длительного пользования США, то, что может рынки поколебать. И далее идет непрерывным фоном число первичных заявок по безработице США, индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости. То есть сегодня во второй половине дня достаточно много ключевых сведений выйдет, статистики, которые могут существенно поменять ситуацию на рынках. Давайте посмотрим, какие есть предпосылки для направления движения, исходя из новостей. Так, ну вот, во-первых, ФРС произошел какой-то сбой. Всем центробанкам мира не дает покоя создать свою какую-то совсем централизованную систему платежей. Вот, соответственно, то есть как только ФРС плотно занялся этим вопросом, начались сбои периодически, которые возникают. Вот вчера как раз такой сбой и произошел. Так, ну вот вчера Пауэлл выступил, рынки вроде бы успокоил на текущий момент, однако от некоторых вопросов он все-таки ушел и явные ответы на них не дал. Это то, что касается байбеков, выплат дивидендов финансовыми организациями, но еще там по мелочи были, скажем так, ряд таких вопросов, которые хотели прояснить, но в силу тому, что, вероятно, дела и слова ФРС в этих вопросах расходятся, Пауэлл технично ушел от ответа на них. Но и что примечательно, то, что касается американского рынка, во-первых, Deutsche Bank за счет предоставления новых стимулов 170 миллиардов долларов предполагает, что будет еще одна волна роста. Кроме того, по мнению аналитиков JP Morgan, текущая ситуация с волатильностью на рынке, точнее даже с расхождением реальной волатильности и деривативами на волатильность, может создать прецедент схлопывания волатильности и тем самым спровоцировать еще одно ралли на рынках. Так, ну вот еще такой интересный момент по поводу работы вакцины Pfizer. Вот те данные по прививкам, которые получены на Израиле, дело в том, что в Израиле наибольший процент граждан населения привит, там, по-моему, свыше 70 или 80%, было установлено, что вот вакцина Pfizer, она достаточно эффективна. Она состоит из двух уколов. Если человек делает только первый укол один, то сразу вероятность того, что он заболеет или какие-то последствия негативные будут, она падает на 50%. Ну, в среднем, там есть ряд показателей: госпитализация, вероятность заболевания и так далее. Вот минус 50%. И если он делает вторую часть этой прививки, то, соответственно, вероятность всех неблагоприятных последствий, включая заражение коронавирусом, она снижается на 90%. Поэтому, конечно, делаю ставку на Pfizer. На самом деле мне не до конца понятно, почему такая привязка. Дело в том, что у Модерны, у нее показатели не хуже, а температурный режим даже получше. Вот. Ну, я не знаю, может быть, у них там какие-то особые соглашения благоприятные заключены. Может быть, мы не все до конца знаем про Модерну, но тем не менее, то есть такие прогнозы есть, и уже обозначен четкий ориентир, что в ближайшее время, если не будет форс-мажоров, окончательно избавит от эпидемии коронавируса. Так, ну вот что примечательно еще по Блумбергу могу сказать. Вот последние дни очень много внимания уделяется российскому вопросу. То есть раньше такого не было, сейчас прям все пестрит тем, что Россия решила дедоларизироваться окончательно. Россия там по поводу различных запчастей к самолетам свои усилия предприняла и освободилась от зависимости от США. Ну, что здесь, на что хотел обратить внимание? Вот этот первый пункт, здесь обсуждается заявление замминистра. То есть, конечно, наверное, не уровень замминистра подобные заявления делать, поэтому, скорее всего, это какое-то было пиар-действие. Вот, конечно, от доллара в ближайшее время ни Россия, ни другие страны не уйдут. И ну, я думаю, что на ближайшее будущее это фактически безальтернативная мировая валюта,
пока не будет создана консорциумом центробанков всех стран мира какая-то новая валюта, например, какое-нибудь там кредитное обязательство, которое будет имитироваться по согласованию всеми странами и использоваться. Ну и есть у меня такое, скажем так, такая мысль, что вот то, что происходит с криптовалютой, что ее запустили, разрешили, ну, по крайней мере, власти смотрят достаточно сквозь пальцы на использование криптовалют, это как раз отработка технологий для создания мировой какой-то финансовой единицы, финансовой валюты. То есть смотрят, как это работает, какие изъяны, какие плюсы, на основании этого потом, наверное, будет принято решение, а может быть даже очень быстро будет принято. Посмотрим, как события будут развиваться. Мир очень стремительно меняется, и поэтому то, что кажется вообще невозможным, оно завтра становится вполне реальным. Так, друзья, давайте перейдем к российским деривативам, посмотрим, что у нас тут происходило. Так, РТС. Юридические лица сегодня делают ставку на то, что индекс РТС будет корректироваться. Сбербанк. Сбербанк, здесь наоборот ставка на то, что будет отскок и рост акций Сбербанка. Газпром. Ну здесь по сути боковик, ну какой-то небольшой рост ожидают. ГМК, Норникель. Но здесь сделали просто колоссальную ставку на то, что ГМК будет продолжать проседать. Сишечка, доллар-рубль. Здесь ставка на то, что доллар отскочит и отрастет. Евро-рубль. Здесь достаточно серьезная ставка на отскок евро и рост евро против рубля. Евро-доллар. Здесь ставка на боковик. Так, ну и нефть, как это ни парадоксально, ожидает рост нефти. Что примечательно, вот если рассматривать позиции по нефти, то можно сделать такой вывод, что юрики от них практически абстрагировались. То есть здесь все страсти кипят, они именно среди физических лиц, как лонги, так и шорты. Так, серебро. Здесь делают ставку на то, что серебро сегодня будет проседать. Золото. Ну, смотрите, здесь тоже ставка на просадку. Там на самом деле есть ключевые уровни, мы их обсуждали. Ну, вот вчера такие резкие движения были и в золоте, и в серебре. Почему? Но здесь ситуация заключается в инфляции, точнее в ожидании инфляции. И были ожидания относительно того, что ФРС может какие-то резкие действия предпринять или заявления. Тут даже не действия, скорее заявления. Относительно борьбы с возможной потенциальной инфляцией, ну галопирующей или гиперинфляцией. Поскольку и золото, и серебро это инструменты первичной необходимости для спасения от инфляции, то они в ожидании подобных заявлений очень бурно реагировали вчера. Так, друзья, давайте перейдем к графикам. Ну, смотрите, это SFD на фьючерс S&P. Здесь у нас получается на этой неделе была попытка провала, но она завершилась, пошел коррекционный отскок. И сейчас идет движение с целью формирования двойной вершины и пробития его и уход на новый максимум. Исходя из тех новостей, которые есть, прогноз Deutsche Bank, а также видение аналитиков Морган, рост рынка из-за схлопывания волатильности, то ну, раз такие заявления идут, есть такие ожидания у некоторых отдельных достаточно весомых американских аналитиков, вполне возможно, что в ближайшее время, ну уже не на этой неделе, хотя может быть и на этой, но скорее на следующей будет пробой вот этого значения и новый хай. Но я бы в любом случае очень осторожно относился к тому, как будет это значение преодолеваться. Во-первых, как бы могут специально такую информацию и такие рассуждения запускать для того, чтобы здесь сделали ставку на рост. Такое бывает в явном или неявном виде. Вот. И поэтому, прежде чем наступит пробитие, я бы здесь не торопился с какими-то выводами. Но, тем не менее, идет движение на рост, и пока никаких сигналов более или менее среднесрочных на то, что этот рост завершается, их нету. Да, вот здесь была попытка слома, но волшебный уровень 3830-3820, он толком так и не был пробит, его кольнули, стопы собрали и ушли наверх. Так, друзья, далее VIX, дневной таймфрейм, что мы видим? Ужас, VIX падает и идет вот сюда вот к так называемому дну, который находится в диапазоне 20-19,5. Но рынки растут, деньги печатают.
экономика вроде как восстанавливается, но вчера вот я публиковал в Телеграме, но вот смотрите, ситуация с электроэнергией в Японии, вот этот взрывной рост, там, по-моему, в 40 раз, вот, то же самое было в Техасе, когда там снова Гидон начинался, вот, и подобные вещи, на самом деле, они не проходят без следов. То есть вот то, что это было, оно заложило определенное напряжение, увеличение издержек. Дело в том, что вообще как бы движение, развитие экономики, это же непрерывный цикл. И, соответственно, если какие-то вещи такие происходят, они потом закладываются и на каком-то этапе они дают о себе знать. Вот таких вещей, раскорреляций, их накопилось очень много. Это вот частный случай. Я его привел, поскольку он вот наиболее такой показательный. Он указывает на то, как формируется вот это напряжение в системе, которое разными путями потом будет себя проявлять. Так, ну и к чему это я? К тому, что, судя по всему, во многом вот этот вот вклад в снижение волатильности, который происходит, он связан именно с деривативами, что прибежало много новых игроков, которые делают ставку на рост волатильности, и, соответственно, это приводит к обратному движению снижения волатильности. Вот. Ну а снижение волатильности это фактически автоматом дает возможность рынкам расти дальше. Итак, на текущий момент, исходя из движения VIX, видим, что созданы условия для того, чтобы был новый рывок наверх в рынке акций и других активов. Так, далее индекс доллара, дневной таймфрейм. Но смотрите, вот залегли на вот это локальное донышко. И сегодня, судя по всему, будет попытка его пробить и сходить в район 89,3. Ну, в идеале потестить 89,2, 89,1. Вот, но посмотрим, будет, не будет сегодня пробитие. Если сегодня пробития вот этого уровня не будет, то он тогда залегает вот здесь в дрейф, в этом диапазоне, будет какое-то время здесь мариноваться. Есть у него масса целей наверх для отскока, но пока как бы все факторы и новости указывают на то, что сформированы условия для пробития и попытки движения вниз на ослабление доллара. Как это будет на практике реализовано, мы посмотрим уже в ближайшие дни. Так, друзья, ну и вот Китай, смотрите, дневной таймфрейм, CSI 300, китайский индекс, вот этот вот падеж, который несколько дней, ну даже неделю продолжался. Ну, сегодня вот этот вот падеж, он прекратился. И, соответственно, Китай сегодня отрос. И, по сути, он, получается, удержался вот в этой зоне. И пока на текущий момент дальнейшее движение к критическому уровню, оно не развилось. То есть это говорит о том, что ситуация, она стабилизировалась. Так, ну и Baltic Dry, индикатор того, что происходит в мировой экономике, он сейчас консолидируется на хаях локальных, которые достигнуты выше 1700. Но это говорит о том, что мировая экономика и грузоперевозки, они не ждут в ближайшее время никаких потрясений. Но с другой стороны, как бы рост вот этого индекса с минимальных значений на уровне 1300, это увеличение издержек. 1300 стало 1700. Считаем, то есть выросли, получается, на сколько? На 30%. Вот вклад в инфляцию. Так, друзья, ну вот меня вопросами по платине завалили. Вот, на самом деле платина у нее, как я ранее неоднократно говорил, еще год-полтора назад, у нее очень хорошие перспективы для роста. Но есть два момента. Вот я с ней не связываюсь. Раньше какое-то время я ей торговал, сейчас я ей не занимаюсь. Почему? Связано с ликвидностью. Ликвидность у нее невысокая, это раз. И потом, допустим, если рассматривать тот же палладий или никель, они достаточно хорошо и временами эффективно отображаются в норильском никеле. У норильского никеля платина не очень большой вес занимает, и поэтому здесь таких вот инструментов ликвидных для того, чтобы как-то отыгрывать движение, ну, кроме покупки слитков или фьючерсов, которые не очень ликвидны, я не наблюдаю для себя, по крайней мере. Может быть, какие-то ETF есть, но я этим не занимаюсь. Смотрите, вот здесь действительно интересная картина. Как я ранее неоднократно говорил, палладий и платина будут схлопываться. Сейчас этот процесс, судя по всему, активно пошел. Для палладия, для платины в ближайшие дни вопрос удержания 1300-1330. Если вот она пару неделек проторгуется в этом диапазоне, не пробьет 1300 и не уйдет
назад в район 1200-1150, то в самое ближайшее время у нас цель движения вполне может составить 1600-1650, вот сюда, вот в этот диапазончик. Но опять же, платина, она не ликвидный инструмент и с моей точки зрения, поэтому достаточно рискованный. Так, друзья, далее нефть. Ну, смотрите, идет попытка закрепиться выше магического значения 66,6-66,25. Пока никаких разворотных сигналов на больших таймфреймах нету. То есть поэтому высока вероятность того, что здесь нефть закрепится. Пока непонятно, не будет движения на 75. Вот сюда вот. Но по крайней мере сейчас есть все основания для закрепления в этом диапазоне. Так, ну вот дневной график. Здесь что интересно? Ну, во-первых, первая цель это закрепление 66,2. Следующая цель, если все-таки будет пробой движения вниз, это 61,8, 61,7. Вот даже если сейчас будет коррекционный откат и пойдет она вниз, если вот это значение устоит, то дальнейший рост нефти продолжается. Пошли сейчас прогнозы о том, что движение будет на 80, на 100. Но такое вполне возможно. С моей точки зрения, может быть задерг вплоть до 105-107. Вот. Вопрос только в том, насколько это долго продлится. Потому что здесь получается замкнутый круг. С одной стороны растет нефть, с другой стороны нефть сейчас это издержки во всем остальном. То есть вот эта ситуация с дорогой нефтью, с дорогими ресурсами, она приведет, ну, во-первых, к инфляции, во-вторых, к тому, что экономика перестанет восстанавливаться. И дальше, если такое произойдет, мы увидим, можем повторить и движение на лои. Вот. Но я все-таки надеюсь, такого сценария жесткого не будет. Но на текущий момент, то есть нефть, она пришла к такому значению, где она какое-то время долгое должна поторговаться. И я думаю, что если пойдет рост выше 70-75 долларов, здесь, наверное, какие-то механизмы будут включать, потому что все прекрасно понимают, что такой рост выше 70-75 это торможение восстановления экономики. Так, друзья, далее фьючерс на индекс РТС. Юрики делают ставку на то, что он будет проседать. Но на самом деле, смотрите, вот здесь есть уровень 144 500. Соответственно, если этот уровень устойчиво не пробивается, ни о каком проседании при такой нефти, я думаю, речь не идет. Здесь, я думаю, в большей степени речь идет о консолидации. Сейчас мы посмотрим, в каком диапазоне. Ну, проторговка в диапазоне 147 тысяч, 144 тысячи, ну, 144 500 на самом деле. Вот. И я все-таки в большей степени склоняюсь к тому, что будет движение с целью потестить 147 тысяч. И в случае пробития этого диапазона сформировать движение, цель его будет 149 500, 150 тысяч. Вот сюда, вот к этому значению. Поэтому даже если будет реализован сценарий юрлиц на снижение РТС, я думаю, высока вероятность того, что вот это снижение, оно не продлится ниже, чем 144 500. Вот. Опять же, то есть с моей точки зрения, здесь более логично продолжить траекторию движения и дойти до 147 тысяч. А далее здесь либо пробой и улет вверх, либо отбой и возврат в консолидационный диапазон. Ну, тогда и посмотрим. Я все-таки думаю, скорее движение сюда. Так, друзья, далее золото, часовой таймфрейм. Здесь 1795 уровень удержали. Его немножко покололи, но отбились. И поэтому сейчас весьма вероятно отсюда будет попытка отбоя. И движение на сегодня, цель этого движения будет диапазон 1805-1807. Это как раз вот этот вот давнишний сильный уровень у золота. Вот, его потестить, а там посмотрим. Ну и соответственно здесь ситуация следующая. Если все-таки идет движение вниз откат и пробой 1792-1791, то по золоту мы получим повторное движение, цель его будет тестировать 1780, вот это значение. Пока, я думаю, в большей степени будет сегодня движение вот в этом диапазоне. Наиболее вероятный сценарий это 1794-1804. Может быть немножко задернут, но потом откатится и будет оно здесь болтаться. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow. Это 4-часовой таймфрейм. Сейчас давайте дневочку на секунду.
Так, ну вот такая у нас дневочка. На самом деле здесь вот есть вот этот диапазон ключевой, который 73.15, 73.3. Вот если он пробивается, отсюда развивается очень сильное движение на укрепление рубля. Но пока как бы на текущий момент вот эти все движения, которые происходили, они явно не соответствуют цене на нефть. То есть при такой цене на нефть мы должны где-то в районе 70 или 69 находиться. Но однако его никто ниже не пускает вот этого диапазона, который ограничен 73.15. Так, ну вот юрики сделали ставку на рост доллара против рубля. С моей точки зрения, сейчас вот на открытии наиболее вероятный сценарий — это все-таки движение на укрепление рубля и тестирование 73.4. Вот если диапазон 73.4, 73.3 вот этот будет на открытии пробит, то мы сегодня весьма вероятно увидим отработку цели 73.15. Если ситуация не развивается таким образом по наиболее вероятному сценарию, то у нас будет движение вверх и пробой значения 73.70. Если такая фаза движения возникает, то рубль-доллар двинется отрабатывать 73.9. Вот сюда, вот этот уровень, который здесь сформирован. Но я склоняюсь к тому, что сначала вот сюда, а дальше посмотрим. Так, друзья, далее евро-рубль. Евро-рубль tomorrow, часовой таймфрейм. Ну, смотрите, какая здесь красивая разворотная формация с отскоком на 90,36. Но есть одна проблема. Вот здесь была такая же красивая разворотная формация, которая привела к ответственному пикированию. Мало того, здесь самое интересное заключается в том, что вот в этом диапазоне 90.25, 90,3 был очень мощный закуп евро против рубля. Однако, как бы этот закуп, он не способствовал тому, что отсюда пошел отскок и рост евро. То есть движение все-таки это состоялось. Однако вот эти вот формации, которые образуются, они указывают на то, что в любой момент может произойти разворот и движение наверх. Так, ну вот дневной график, по дневному графику евро-рубль в таком расширенном диапазоне 88,8, 90,4. Вот здесь вот все движение происходит. И на текущий момент не завершена фаза движения, которая должна привести на 89, 88,8. При такой нефти, как сейчас, вполне логично было бы этот цикл движения завершить и отсюда уже отбиться и попытаться сходить куда-то наверх. Вот сюда, к верхней границе, как минимум. Так, друзья, переходя к часовику, юрлица делают ставку на рост евро против рубля. Но с моей точки зрения, все-таки более вероятно на открытии тестирования 89,3 вот этого значения. Если диапазончик вот этот узенький будет на открытии пробит, нас ждет ну, либо резкое движение вниз, либо планомерное. Цель этого движения — отработка 88,9, 88,85. Вот сюда, вот в этот диапазон. Вот. В каком случае вот этого движения на открытии не произойдет? Оно не произойдет, если по каким-то неведомым причинам пойдет движение наверх, пробой 89,57, то в этой ситуации мы отсюда получаем рост евро. Первая цель 90 и следующая цель 90,25, 90,3. Обращаю внимание, здесь вот был мощный набор позиций, мощный набор. Объемы здесь, конечно, не важные, но определенные эти самые здесь были интересные. И когда такие моменты происходят, то рано или поздно это, конечно, приводит к движению наверх. Вот здесь цель движения наверх, она проходит на 90,7. Вопрос только в том, когда это движение произойдет. Так, друзья, ну вот все основные моменты. Спасибо за внимание.